Я заставлю господина ходить, если отпустите моего папу». Эти слова прозвучали в зале суда, как гром среди тишины. Маленькая девочка лет 7 стояла перед судьей, строгим, непоколебимым человеком по имени Роберт Хёйл, известным всей судебной системе Нью-Йорка своей жесткостью и холодным рассудком. Сначала в зале раздался смешок. Адвокаты усмехались, журналисты торопливо писали заметки. Никто не воспринимал это всерьез. Худенький ребенок в простом платье утверждает, что может поставить на ноги мужчину, который 15 лет прикован к инвалидному креслу. На скамье подсудимых сидел ее отец, Мигель Сантос, обвиненный в преступлении, которое, по его словам, он не совершал. Он плакал, глядя на дочь. «Дорогая, не делай этого», – прошептал он. «Не унижай себя ради меня». Но девочка, Анна, подняла голову и шагнула вперед. Ее глаза горели уверенностью, непонятной для взрослого разума. «Господин судья, я заставлю вас ходить, но отпустите моего папу». Роберт Хёйл побледнел. Слова ребенка ударили в самое сердце. 15 лет назад он попал в страшную аварию, и врачи сказали, что он больше никогда не встанет. С тех пор он жил с мыслью, что чудеса — это для наивных. «У тебя есть 2 минуты», — холодно произнес он. «Покажи свое чудо». Смех снова прокатился по залу. Но Анна не смутилась. Она подошла к судье и опустилась на колени. Маленькие ладони легли на его неподвижные колени. Она закрыла глаза и тихо зашептала, словно молитву. Зал стих. Даже те, кто смеялся, теперь наблюдали с напряжением. В воздухе будто что-то изменилось. Судья нахмурился, чувствуя странное покалывание в ногах. Сначала легкое, потом все сильнее. Он сжал подлокотники, не веря происходящему. «Это невозможно», — подумал он. Но его тело не слушалось. Он осторожно пошевелил пальцами ног и почувствовал их. Журналист в первом ряду замер, опуская камеру. «Вы видели это?» – прошептал он. Тишина стала гробовой. Судья, дрожащими руками опираясь на стол, начал подниматься. Металлический скрип инвалидного кресла эхом прокатился по залу. Люди вскочили. Репортеры щелкали затворами камер. Кто-то заплакал. Хёйл стоял. После 15 лет неподвижности он стоял на своих ногах. Слезы катились по его лицу. Он посмотрел на девочку и прошептал: «Это невозможно». Анна улыбнулась. «Возможно, если верить». Судья тяжело вздохнул, вытер глаза и, обернувшись к залу, сказал твердо: «Мигель Сантос освобождается. Этот процесс завершен». Зал взорвался аплодисментами. Люди плакали, обнимали друг друга. Анна бросилась к отцу, и тот, дрожа, заключил ее в объятия. Тот день вошел в историю как чудо в зале суда. Никто не смог объяснить, что произошло. Медицина и логика отказались давать ответы. Но все знали одно: исцелилось не только тело судьи, но и его душа. Роберт Хёйл ушел из суда другим человеком. С тех пор он повторял своим коллегам: «Вера и доброта сильнее любого приговора».